Настал тот день, когда я, во-первых, побрился на лысо, наконец. 2 миллиметра машинкой оставил. Выгляжу при этом охрененно, мне очень нравится. И сейчас еду в Норфолк, Вирджиния, на автобусе. Я еду с целью помочь Леше переставить его лодку. Помочь перегнать. Как это часто бывает у нас, моряков, мы помогаем друг другу перегнать лодки, переставить лодки. Это классно. Привет, я Саня. И это моя парусная лодка «Бабушка», которая ждала меня 4 года. В 2019 году я свалил из Москвы на яхтинг в Штаты. Мой влог о любви, безумстве и отваге. Жизнь по мечте и без нее. Поиски, провалы, успехи и отличная музыка. Каждые 2 недели на канале «Пора валить сейлинг». Подписывайтесь и добро пожаловать на борт. Свою я оставил на якоре, на 2 якорях. По совету яхтовладельцев опытных, в группе яхтовладельцев обмен опытом, завел 2 якоря. Так что веревки буквой Y смотрят. То есть от лодки, от носа идет одна веревка, потом она расходится на 2 к 2 якорям. Там течение меняется, каждый прилив-отлив. В принципе, место не очень хорошее, но я думаю, что все будет нормально. И соседи сказали, что помогут. 2 соседа. В смысле, помогут, позвонят, если что. Хотя бы так. Автобус стоит $86. Включает в себя одного пассажира, одно место багажа, едет 7 часов. Я еще 2 недели назад мог найти билет на самолет по такой же цене. Но 5 дней назад уже не осталось дешевых билетов на самолет. Самолеты уже по $250 в одну сторону. Отличная тема. Без пересадок прям до Норфолк. Вот так. В путь. Остановка такая в Гринвилл, Северная Каролина. Грязновато, провинциально. Классный штат, вообще мне нравится в целом. Такая провинция. Встретившись с Лешей в Норфолке, мы едем на машине в Аннаполис, штат Мэриленд. Путь лежит через туннель под заливом Чесапик. Его называют одним из 7 инженерных чудес света. 17-мильная мостовая переправа сопрягается 2 туннелями под дном Атлантического океана, обеспечивая беспрепятственный проход любых судов. В мире есть много длинных низких мостов, но обычно для прохода кораблей строят отдельную секцию с высоким пролетом, как в Нью-Йорке, Сан-Франциско или в северной части того же самого залива Чесапик. Однако здесь в 60-е годы решили копать туннель, по моим домыслам и логичным соображениям, в интересах национальной безопасности на случай войны. Норфолк – крупнейшая база военных кораблей Северной Атлантики, движение которых могло бы быть парализовано обломками моста, обрушенного в результате бомбардировки или диверсий, а над туннелем пройти можно всегда. Как и говорится в исторической справке, власти штата Мэриленд поставили условие, чтобы проход кораблей был возможен всегда, вообще всегда. Но это так, мои домыслы, хоть и полные логики и здравого смысла. Мэриленд очень похож на Подмосковье, только лесов еще больше. Это больше Рязанская область. Рязанская? Да. Потому что военное училище, чтобы я очень много. Да, ну вот Сашка сидит рядом. Привет, здорово. Только мы переезжаем уже. Очень высокие мосты. Маленькие мосты. Маленькие? Это маленькие. А где высокие? Сан-Франциско? Нью-Йорк. О, это мы переезжаем Чесапик Бэй. Чесапик Бэй. Вот это роскошь. Да, монументальный Чесапик Бэй, конечно, гидротехнические сооружения вокруг него. Что с той стороны мы переезжали, были туннели подводные, да, здесь такие мосты конкретные. Вот здесь вот так. Такого я еще не видел. Какого? Ну вот такого ландшафта. Здесь вот по-другому. Здесь еще посевернее, чем Каролина. И поплотнее дома стоят. Ну, земля дороже, естественно. Такой дизайн попроще, гораздо проще, чем в Каролине. В Каролине стильно очень, здесь проще. Здесь просто народ богаче. Вообще, вроде как находимся в деревне. Вдруг заходим, тут 50 человек сидят в кафе, едят ноги краба там по $100 за порцию, $10 за коктейльчик. Мэриленд, такое место повыше уровнем, не крестьянское совсем. Прикольно. Офис Марины, сейчас ждем хозяина, чтобы поговорить за цены.
We came to talk business here. Let's talk chicken. Let's talk turkey. Приехали в обалденное место на севере Chesapeake Bay, рядом с Вашингтоном. Напоминает Ориентал, только немножко холмистая, гористая. Такая вот обстановочка здесь. Здесь совершенно обалденно. Вон там стоит лодочка, за кустом вон там. Очень рекреационное место. Как будто бы никого нет. Ошиблись, двери тут зашли не туда. А ведь могли бы и пристрелить? Могли бы, да. Ну, вот сейчас будем смотреть. У этой лодки не заводится двигатель. Мы будем его сейчас или заводить, или как-то путешествовать, в общем, на ней. Будем перегонять ее. Ее нужно отсюда сегодня забрать. Ночевать здесь, спать на ней нельзя. Что с ней, непонятно. Вот, сейчас будем на ней отсюда валить. Очень миловидно. Миловидно. Даже рейлинг вон в тряпочке. Погнали буксировать. Подозревая, что двигатель на яхте завести так просто не удастся, Леша захватил с собой динги с мотором в багажнике машины. Все, захожу, начинаю рулить. 4 лошадиные силы на тузике оказались достаточными, чтобы придать большой яхте скорость, а я на штурвале задал направление движения. Так. Он дает мне импульс, а я рулю. Мне нужно обойти вон те два столба без какой-либо маркировки. Просто есть знание о том, что их нужно оставить слева на расстоянии 5-6 футов. Вот. Как толкается? Дай ласты. Классно, да? Скорость 1,5 узла, лодка рулится, вот буксируем. Толкаем, так сказать, как баржу. Таким образом, мы отбуксировали яхту на выход из бухты, чтобы поставить парус. We're sailing in Chesapeake Bay. При этом надо добавлять motherfucker. Motherfucker. Замечательный день на Chesapeake Bay. Мы плывем. Леша только что купил лодку, и тут же мы на ней вышли, и вот поставили Гену. Такелаж на месте, паруса, веревки есть. Переставляем сейчас в марину, будем там подниматься. Сделай фото до. Ну и заросли. Ну вот, подготовили красавицу к покраске. Ну еще не совсем, здесь еще будем эпоксидку делать, да? Полиэфирку. Шпаклевка. Даже не бонд. Да, красавица. Я лодку считаю, что помыл. Ты Я так не считаю. Да. Ну, раз Саша сказал, то Сашин слова закон. Да. Все, пошли за кофе. Операция по установлению девственности. День работы вдвоем, зашпаклеваны там бреши, которые были, полностью покрашено дно, не обрастые, ну в смысле помыта палуба, помыт корпус, установлен эхолот, просверлен дыра для эхолота, да, очищен пропеллер с валом, сделана необрастающая поверхность на металле. Еще только 3:30 дня, то есть вдвоем за неполный рабочий день мы сделали столько, что каждый из нас бы делал там недели 2, будучи в одиночку. Целый стол вот здесь вот, соответственно. Но если бы я был один, вот это все хозяйство у меня бы вызывало такую тоску и желание медленно работать. Да, Кэп? Да. Ну что, и все, и завтра мы сбрасываемся. День прошел, и вот лодочка уже на воде. Вот такой приятный шум и гам стоит с утра в ресторане. А здесь вот наша красавица. И сейчас мы завели двигатель, продув топливную систему, подав топливо. Там я потянул сейчас ремень генератора. Он завелся вообще раз и все. Янмар, конечно, прикольный двигатель, такой тихий. И все, мы, в общем-то, готовы. Сейчас чуть какие-то еще мелкие дела. И даже кондиционер на этой лодке заработал. Леша починил встроенный кондиционер. Вот, обалдеть. В общем, двигаемся. Завтра планируем выдвигаться на юг до Норфолка через весь Chesapeake Bay. Хотел я сейлинг. Вот он у меня. The stars creak as I sleep, it's keeping me awake.
Если уж моряк на парусной лодке дожил до того, что он с двигателем ходит, то главное, что он хочет видеть, это вот это, что водичка протекает. С плотом лодка выглядит совсем по-другому, как человек с собакой. Ответственный, с защитой, вместе с тем заботящийся, способный регулярно выгуливать ее, способный ее содержать, кормить, нести ответственность за питомца, живущий, в понятном месте. Также и лодка вот с плотом совсем другой вид, нежели вот без плота, например. Без плота. Вон Кэп идет. Кэп несет кранцы, забытые на берегу. Отвязываемся. Все, до свидания, замечательная Марина, как она называлась, с крабовым рестораном вот с этим вот. Don't listen to a word I say. Hey, the screams all sound the same. Hey, though the truth may vary, this ship will carry our body. Вот мы подходим к Chesapeake Bay Bridge. Люблю проходить под мостами, по которым сначала ездил, так приятно. Посмотреть на воду, все помечтать. Саш, подбери, пожалуйста. Да, высокий борт. Ничего себе, он вваливает под мотором. На корях все торчат. Большие корабли чего-то ждут. Непонятно совершенно. Это залив Чесапик, я много о нем слышал, о нем все американцы, моряки и яхтсмены говорят так с особым уважением. Я сейлю в Чесапик Бэй, не знаю, с чем связано, потому что вода здесь грязновата. Наверное, погода меняется резко, и говорят, что может дунуть внезапно. Волна короткая, скорость у нас 4 узла на одном парусе, и при этом еще деньги болтают. Сопротивление большое дает. 3 часа дня, мы продолжаем движение на юг. Есть правила расхождения судов, предотвращение столкновений судов, то есть и по ним есть правила расхождения парусных судов, идущих одним галсом. Мы идем правым галсом, ветер дует нам вправо обоим, и у нас курсы пересекаются. Действует правило, гласящее, что судно, находящееся на ветре, должно уступить судну под ветром. То есть на ветре он там, ветер дует на нас с его стороны, то есть он ближе к ветру, и он должен нам уступить. Мы двигаемся чуть быстрее его, поэтому столкновения вот мы практически избежали. Эх, красивый маяк в форме старой украинской церкви. Где-то там за мысом будем сейчас якорь бросать. Вот рыбачки едут, да? Только вода грязная в этом заливе. Не знаю, что люди в нем находят в этом заливе. Видимо, какие-то деревни тут, места хорошие, но вода грязная. Я не знаю, что за отпуск такой с грязной водой. На второй день мы под парусом и мотором покорили южную половину залива Чесапик. В полночь мы подошли к городу Норфолк, где в потемках зашли в марину возле военной базы, которую выбрали, примерно ткнув пальцем в карту. Доброе утро. Норфолк, Вирджиния, полицейские катера, домик с бассейном, 3 дока. Мы вон там зашвартовались, здесь дом марины. И проблема вот в чем. Чтобы стоять в марине, нужна страховка ответственности на случай, если какой-то дэмэдж будет нанесен марине нашей лодкой. А страховая компания сейчас звонили, они требуют survey, то есть техосмотр типа лодки, который стоит $500. Мы пытались сейчас оформиться без этих всех процедур. То есть страховка стоит там 300 и survey 500. И это просто для того, чтобы находиться в этой марине. А без этого всего нам просто не позволят стоять в данной марине. Поэтому сейчас как-то этот вопрос будем решать. Наверное, деньгами. Норфолк, Вирджиния, военная база. Одна из ближних точек до Европы, если идти морем из Соединенных Штатов Америки, да? А здесь совершенно мирно соседствует военная база с мариной. То есть мы вчера проходили прямо возле доков военной базы. Очень длинный канал. По правому берегу идут гражданские слипы, по левому берегу военные. И просто есть указание на картах держаться правого берега. При этом абсолютно все спокойно.
И никто тут на катерах нас не гоняет и не говорит: валите отсюда. Есть военная зона. Такого нет. Все спокойно проходят, соседствуют. Вот буквально чуть подальше там, на таком вот расстоянии, как эти берега, находится гражданский и берег военной базы. Здесь жарче. Здесь более жарко, чем в Мэриленде. Уже припекает. И утки тут живут. Сейчас постреляют сейчас. Постреляют? Военную базу снимают. На карте показано 12 этих самых фит, а они говорят, что реально там в пределах 5 прилетает. Мы в городе Норфолк переходим в другую марину, потому что в первой нужна страховка, а страховка это $700 в год, плюс $500 техосмотр, плюс 400 за марину. В марину встать $2000 отдай просто, винды положишь, тогда вставай, иначе валите сразу. Вот мы и валим. Здесь бухта, кругом одни военные летают, авианосцы стоят, вертолеты, самолеты, конвертопланы, чайки. Вот зашли в марину вот с такими вот столбами, уже поеденными временем. Да, пиратская. А это прикольная, конечно, трехэтажный какой-то кетч. Вот это интересная лодка, очень интересная. Тут какие-то живут бомжи. И здесь тоже интересное, хорошее место. Ладно, все, привязали наши шикарные красные концы. Вот это марина, конечно, я такого еще. Это просто пиратская тема. Посмотрите, как здесь люди живут. Вот это бомжатская тема. Здесь просто остров какой-то нереальный. Еще привязано же, да? Почему не отвяжут никак? Болтается. Здесь огромный какой-то дом. Я такое только во Флориде видел. Вон у людей кондиционер. Все, нормально живут. Здесь же полиция. Полицейская лодка. Доки все торчащими гвоздями. Хотя плавучие. До сих пор держатся на плаву. Доки неплохо. Лодки в основном очень бедные. Очень круто, да. Очень круто. Колоритно просто. Да. Но закрывать лодки надо. Да, потому что калитки нету, ничего нету. Никакой охраны, ни кодовых замков. Ну вот, без страховки, пожалуйте сюда. Будем жить как люди. Все люди. А не какие-то американцы, Да. которые все страхуют. Да, естественно, марина полна обломанных столбов, то есть торчат на уровне воды. А это отлив, их видно еще. А в прилив их и даже не видно этим. В следующей серии сразу 2 путешествия на яхтах по восточному побережью США. Очарование и уют водных путей провинциальной Америки. Недооцененные яхтенные районы США. Дикие болота и края, куда не купить никаких билетов. Билетершу в окошке об этом проси, не проси. Места достойные, чтобы назвать их домом. Смотрите через 2 недели 15-ю серию на «Пора валить сейлинг».